Привет, друзья! Германия снова в центре больших дискуссий. Новые данные показывают, как миллионы пенсионеров вынуждены жить на минимальные суммы. В это же время канцлер Фридрих Мерц открыто рассказал, как изменилась его личная жизнь после вступления в должность. На границе Германии тысячи человек получили отказ во въезде, а в Соединенных Штатах Америки начался новый политический конфликт – шатдаун, который уже может привести к масштабным сокращениям. Но не только это. Германия запускает крупнейший военный проект со времен Второй мировой. Илон Маск впервые в истории пересек отметку в $500 billion, а автопроизводители в Соединенных Штатах Америки сообщат о проблемах, рынок электромобилей заметно замедляется. Все это напрямую касается и будущего Европы, и мировой политики. Поддержите канал подпиской и давайте разберемся во всех последних новостях Европы и Германии вместе. Итак, по данным Федерального статистического управления Германии, каждый пятый пенсионер имеет в распоряжении, внимание, не более 1400 евро чистыми в месяц. Еще около 20% получают чуть больше, до 1790 евро. При этом в категории с самыми высокими доходами находится 20% пенсионеров. Они получают более 2870 евро в месяц. Подсчеты охватывают около 16,3 миллиона человек в возрасте от 65 лет. Исследователи используют такое понятие, как нетто-эквивалентный доход, который учитывает размер семьи и позволяет делать сравнение между домохозяйствами разной величины. Средний доход пенсионера составляет примерно 1990 евро чистыми в месяц. Для сравнения, средний доход населения в целом около 2300 евро. В последние годы число пожилых людей, вынужденных обращаться за государственной помощью, растет. На конец 2024 года их было около 739 тысяч человек, что на 7% больше, чем годом ранее. Это наглядно показывает, многие пенсионеры с малыми доходами не могут покрыть базовые расходы самостоятельно. Эти данные усиливают разговор о необходимости реформ в пенсионной системе и усиления социальной защиты для лиц с низкими пенсиями. И это только начало. Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно рассказал о своем новом режиме жизни, связанном с должностью главы правительства. Оказалось, что из-за большой загруженности он почти не употребляет алкоголь, а работа стала частью каждой минуты его дня. Тем не менее, Мерц подчеркивает, что сохраняет привычную приверженность личной жизни. Он отметил, что старается, по крайней мере, один день выходного проводить дома, выходя на свежий воздух и стараясь проводить время вместе с женой. У супруги Мерца Шарлотты с мужем давно сложились фундаментальные жизненные принципы любовь, уважение и взаимодействие на равных. Мерц признал, жизнь как канцлера накладывает серьезные ограничения. Он говорит, что его должность занимает до 16 часов в день и порой почти нет пространства для иных дел. Но он старается удерживать баланс, чтобы не только быть политиком, но и по возможности мужем и человеком. Интересно, что Фридрих Мерц даже сказал, если бы он не стал канцлером, это не было бы для него трагедией. Он не считает, что его судьба должна быть записана президентской ролью. Таким образом открывается картина. Человек, поглощенный большой политикой, но пытающийся сохранить личное пространство, уделяет внимание семье и не теряет ту тонкую грань между публичной ролью и внутренним миром. А теперь внимание! Дальше события приобретают еще большей остроты. С момента ужесточения пограничного контроля немецкие власти отказали во въезде почти 16 тысячам человек. По данным Министерства внутренних дел, увеличение проверок дало свои плоды. Граница теперь стала значительно строже контролируемой. Отказы касаются как лиц без необходимых документов, так и тех, чьи цели перебывания вызывают сомнения у пограничников. Новые меры включают тщательную проверку паспортных данных, маршрутов передвижения и подкрепляющих документов. Министр внутренних дел Александр Домбринт отметил, что ужесточение контроля – это прежде всего вопрос безопасности. Цитата: «Наша задача – предотвратить незаконное пересечение и убедиться, что граница остается управляемой». Критики указывают, что такие меры могут усложнить гуманитарные процедуры и увеличить нагрузку на систему убежища. Они предупреждают, что строгие отказы без детального рассмотрения могут противоречить принципам справедливости и международным обязательствам. В любом случае, политика ужесточения границ будет оставаться одной из основных тем в предстоящих дебатах о миграции и безопасности в Германии. Следующая тема вызвала широкий общественный отклик.
В Соединенных Штатах Америки начался очередной шатдаун федерального бюджета. С недавней полуночи администрация прекратила финансирование многих государственных ведомств. Президент Дональд Трамп уже заявил, что использует это время, чтобы убрать балласт. В ближайший день-два планируется массовое увольнение государственных служащих. Глава бюджетного офиса Белого дома Рассел Воут подтвердил намерение начать сокращение сотрудников федеральных органов прямо сейчас, если шатдаун продолжится. Ожидается, что под увольнение могут попасть сотни тысяч работников, особенно те, кто находится на временных позициях. При этом охраняются функции, которые признаны жизненно важными: служба безопасности, пограничный контроль, полиция, экстренная служба и другие. Помимо этого, администрация Трампа заморозила десятки миллиардов долларов на инфраструктурные проекты, особенно в штатах, управляемых демократами. Например, заблокированы средства на транспортные проекты в Нью-Йорке и финансирование зеленой энергетики. В Конгрессе ситуация без движения. Верхняя палата, Сенат, не смогла принять закон о временном бюджете, пока ни республиканцы, ни те же демократы не предлагают компромисса, достаточного для снятия шатдауна. Таким образом, шатдаун становится не просто задержкой работы правительства, но и инструментом политического давления, сокращения, заморозка расходов, как я сказал, и попытки переложить ответственность на оппонентов. Но это еще не главный поворот событий. Германия продолжает реализацию крупнейшего военно-морского проекта со времен Второй мировой войны. Это строительство фрегата F-126. Несмотря на задержки и технические проблемы, правительство подтвердило заказ 6 таких кораблей. Проект оценивается в 3 миллиарда евро. Генеральным подрядчиком выступает, напомню, нидерландская судостроительная компания, а немецкая компания участвует в качестве партнера. Фрегаты F-126 предназначены, внимание, для выполнения задач трехмерной морской войны, борьбы с подводными лодками, защиты морских путей и инфраструктуры, а также поддержки специальных операций и эвакуации. Каждый корабль будет длиной, внимание, около 166 метров и оснащен современными системами вооружения и связи. Строительство первого корабля началось в декабре 2024 года на верфи Волькаст. Планируется, что фрегаты будут переданы в ВМС Германии, начиная с 2028 года. Однако из-за технических сложностей и необходимости доработки цифровых систем безопасности сроки поставки могут быть немного пересмотрены. Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что приоритетом является как можно более быстрое введение новых кораблей в эксплуатацию. Он отметил, что в условиях нарастающих угроз со стороны России важно укреплять обороноспособность Германии и НАТО. И здесь начинается один из самых значимых вопросов, следите внимательно. Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов. По данным Forbes, его капитал достиг этой отметки благодаря росту акций Tesla и успешным проектам в области искусственного интеллекта и космических технологий. Основную часть состояния Маска составляет его доли в Tesla, SpaceX и XAI. Он владеет, внимание, 12,4% акций Tesla, стоимость которых за последний год выросла более чем на 14%. Кроме того, его доля в SpaceX составляет 42%, и XAI оценивается в 75 миллиардов долларов. Кстати, недавно совет директоров компании Tesla предложил Илону Маску компенсационный пакет на сумму 1 триллион долларов, если компания достигнет амбициозных целей. Маск также продемонстрировал уверенность в будущем Tesla. Он взял и приобрел акции компании на сумму 1 миллиард долларов. Согласно данным Bloomberg, текущее состояние Маска составляет около 470 миллиардов долларов, что все равно значительно опережает ближайшего его конкурента Ларри Эллисона, чье состояние оценивается в 350 миллиардов долларов. А дальше новость, которая вызывает серьезное обсуждение. В Соединенных Штатах Америки рынок электромобилей столкнулся с серьезным кризисом после отмены налоговой субсидии в $7500. Президент Дональд Трамп подписал закон, завершающий действие этой программы, ранее продленной при администрации Джо Байдена.
Руководители крупнейших автопроизводителей, например, такие как Ford и Nissan, предупреждают о резком падении спроса. Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что доля электромобилей в продажах может снизиться до 5%, что вдвое ниже уровня августа, когда покупатели спешили воспользоваться субсидией. Глава Nissan Соединенных Штатов Америки Кристиан Минье отметил, что рынок ожидает супер жесткой конкуренции, поскольку у дилеров остаются большие запасы автомобилей. Некоторые производители, например Hyundai, предлагают скидки в $7500 на свои модели Ioniq 5, чтобы стимулировать спрос. Однако дилеры обеспокоены возможностью остаться с непроданными автомобилями, особенно дорогими моделями, такими как Chevy Silverado от General Motors. Отмена субсидий может привести к снижению продаж автомобилей в Соединенных Штатах Америки, внимание, на 27% без дополнительных стимулов, согласно исследованию 3 американских университетов. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.